19 декабря 1954 года. Левашовская пустошь под Ленинградом. Место, которое официально появится на картах только через несколько десятилетий, а до того будет просто лесом, куда возят людей и откуда они не возвращаются. С 1937 по 1950 здесь расстреляли больше 45 тысяч человек, ученых и священников, деятелей культуры и вчерашних членов правительства. В этот день сюда привозят еще 4. Один из них – генерал-полковник, бывший начальник легендарного СМЕРШа, экс-министр государственной безопасности Советского Союза Виктор Абакумов. Час назад он стоял перед закрытым судом в Ленинградском окружном доме офицеров. Виновным себя не признал. Судья лишил его последнего слова. Через час – пуля в затылок. Про то, как этот человек обыграл адмирала Канариса и Абвер в самой масштабной шпионской игре Второй мировой, мы уже рассказывали в отдельном выпуске. Не будем повторяться, при желании пересмотрите. Сегодняшняя история начинается там, где заканчивается та военная. В мае 1946 года, когда 38-летний генерал становится министром государственной безопасности огромной страны и получает ровно 8 лет, чтобы построить свою собственную империю страха, а потом сгореть в ней дотла. Вы на канале «История наоборот». Там, где интересные истории не просто рассказывают, но и пытаются объяснить. Начнем с происхождения, потому что оно объясняет очень многое в его дальнейшей жесткости. 1908 год, Москва. Отец, чернорабочий на фармацевтической фабрике, позже перейдет в истопники при больнице. Мать, швея-прачка. Сам Виктор получает 4 класса городского училища, и на этом его формальное образование заканчивается навсегда. С 15 лет санитар в частях особого назначения. Дальше разнорабочий, упаковщик, стрелок военизированной охраны. Не самая многообещающая биография для человека, который через 25 лет будет решать судьбу маршалов. В 1927-м – комсомол, в 1930-м – партия. В 1932 году его направляют практикантом экономического отдела в Объединенное государственное политическое управление. И вот тут карьера срывается с места, как машина на пустой трассе. В аттестации 1933 года о нем напишут: к оперативной работе имеет большое влечение, порывист, иногда мало обдумывает последствия, дисциплинирован. Довольно точный прогноз на всю оставшуюся жизнь. К 1938 году он уже начальник Ростовского областного управления Народного комиссариата внутренних дел. Тогда его и замечает Лаврентий Берия, ставший наркомом внутренних дел в ноябре того же года. В феврале 1941-го, в 33 года, Абакумов становится заместителем наркома. Обратите внимание на возраст, это важно. В нормальной бюрократической системе такого повышения ждут лет 15. В сталинской системе 30-х, начале 40-х счет шел на месяцы, потому что перед тобой то и дело освобождались места. Причины освобождения обсуждать не принято. Если Берия, о котором мы рассказывали в отдельном выпуске, это человек с почти аристократической легендой, сын семьи, где по преданию текла княжеская кровь, то Абакумов – полная его противоположность, чистый продукт советского социального лифта без единой примеси прошлого. У Берии есть образование, инженерная выучка, десятилетия аппаратного опыта в Национальной Республике со своими традициями клановости. У Абакумова 4 класса и умение быть полезным точно в нужный момент. Это разные типажи внутри одной и той же системы. Один поднимается через сеть связей и репутацию технократа, другой через готовность лично, без колебаний, выполнить любой приказ. В обычное время такие карьеры не пересекаются. В 30-е и 40-е годы прошлого века в Советском Союзе они пересеклись, и одна какое-то время держала другую на плаву. 19 июля 1941 года Сталин ставит Абакумова во главе военной контрразведки. К апрелю 1943 это управление получит новое название – СМЕРШ. И вот здесь важна одна структурная деталь, без которой не понять все, что случится дальше. Военная контрразведка подчинялась напрямую Верховному, минуя Берию. Абакумов получил собственную вертикаль власти, отдельную от человека, который его выдвинул. Представьте себе менеджера, которого повысили через голову собственного начальника, с прямым выходом на генерального директора компании. Начальник это запомнит. Дальше почти 200 радиоигр, обыгранный Канарис,
предотвращенное покушение на Сталина. Подробно в выпуске о СМЕРШе. Здесь нам важен только результат. 9 июля 1945 года 37-летнему Абакумову присваивают звание генерал-полковника. Он на пике. Сталин ему доверяет так, как не доверяет почти никому. Берия его боится. Для сталинской системы это уникальное сочетание и, как выяснится, самое опасное. В мае 1946 года Абакумов официально становится министром государственной безопасности Советского Союза. Но проверку на профпригодность для этой должности он проходит раньше, еще формально оставаясь главой СМЕРШа. Конец войны обнажил неприятную правду. Советская авиационная промышленность отстает от западной. К концу 1945-го Сталину докладывают о серьезных недостатках в серийных машинах. 14 декабря 1945 года в Чите арестован маршал авиации Сергей Худяков. Обвинение по статье об измене Родине. В январе 1946-го от должности отстраняют наркома авиапрома Алексея Шахурина. Расследование лично поручают Абакумову. Еще до его министерского назначения, будто Сталин таким образом проверяет, справится ли. Абакумов справляется, методами, которые позже станут его фирменным почерком. В апреле 1946-го арестован главный маршал авиации Александр Новиков, тот самый, что командовал советской авиацией всю войну и был удостоен звания Героя Советского Союза. Суть обвинения по-советски абсурдна и по-советски же логична. Истребители Як-9У после испытаний были признаны годными к серии, а в строю выяснилось, что машина не выходит на боевую скорость. Кто-то за это должен ответить, а отвечать за системные проблемы военной экономики отдельному инженеру или директору завода в сталинской логике бессмысленно. Должен ответить генерал. Приговоры вынесены в 1946-м. Новиков – 5 лет, Шахурин – 7, генерал-полковник Репин – 6. Генерал-лейтенант Селезнев – 6. Есть в этой истории горькая деталь, которая всплывет значительно позже. Документы на реабилитацию Новикова, Шахурина и остальных фигурантов дела в 1953 году подпишет и направит в Центральный комитет партии никто иной, как Лаврентий Берия. Тот самый человек, чьего выдвиженца, Абакумова, к тому моменту уже расстреляют по совсем другому поводу. История здесь делает изящный разворот. Один и тот же человек в разное время оказывается и покровителем палача, и подписантом реабилитации его жертв. Но у дела летчиков есть прямое продолжение, и это продолжение куда громче. На допросах Новиков, по официальной версии под давлением, дает показания против маршала Жукова, превышение собственной роли в раздроме Германии, присвоение трофейного имущества, разговоры о нежелательной для Сталина популярности среди военных. В первых числах июня 1946 года материалы ложатся на стол Верховного Совета. Прямая атака не удается. Слишком велик авторитет Жукова, слишком свежа память о победе. Тогда кампания трансформируется в то, что войдет в историю как трофейное дело. В августе 1946-го на Ягодинской таможне под Ковелем задерживают эшелон, 7 вагонов, 85 ящиков мебели. Груз принадлежит маршалу Жукову. В итоге по трофейному делу будут расстреляны 3 генералов, обвиненных в мародерстве. Еще больше 30 человек высшего командного состава получат разные сроки. Самого Жукова не тронут. Сталин не даст добро на арест победителя Берлина, но снимут с поста главкома сухопутных войск и отправят командовать Одесским военным округом. Формально понижение выглядит скромно. По факту, это политическая смерть на несколько лет вперед. Абакумов позже предъявит Сталину и письменные заявления военных против Жукова, обвинения в зазнайстве, в рукоприкладстве. 10 января 1948 года направит спецсообщение о негласном обыске на квартире маршала. Но и здесь до конца не дожмет. Жуков, по свидетельствам современников, скажет писателю Константину Симонову: «Абакумов хотел меня уничтожить». Не уничтожил. Первая трещина в абсолютной эффективности всесильного министра. Стоит запомнить одну фамилию из этой истории, потому что она еще сыграет свою роль. И не на стороне Абакумова. Показания против Жукова и генерала Серова выбивал следователь, которому Абакумов доверял самые деликатные дела. Звали его Михаил Рюмин. Рюмин родился в 1913 году в пермском селе Кабанье, почти ровесник эпохи, младше Абакумова на 5 лет.
С 1945 по 1947 год старший следователь СМЕРШа, затем третьего главного управления Министерства госбезопасности. Когда в 1946 Абакумов возглавляет министерство, Рюмин идет за ним следом и садится в кресло заместителя начальника отделения. Абакумов ему доверяет. Именно Рюмину поручают дело летчиков и трофейное дело. То есть Рюмин буквально своими руками вытаскивает признания, на которых строится ранняя карьерная слава Абакумова министра. Это классический сюжет любой авторитарной системы, и вы наверняка уже видели его в других декорациях. Способный беспринципный подчиненный, которого начальник учит своим же методам, а потом эти методы применяют против самого начальника. Рюмин на этом этапе истории еще не главный герой, а тень в приемной. Человек, чье имя не попадет в заголовки минимум 5 лет. Запомните его. Через несколько глав он выйдет на первый план. Из всех эпизодов министерской биографии Абакумова этот самый темный и самый личный. Начало 1948 года. Сталин вызывает министра госбезопасности и отдает устный приказ ликвидировать Соломона Михоэлса, художественного руководителя Государственного еврейского театра, председателя Еврейского антифашистского комитета, человека, который во время войны объехал полмира, собирая деньги на нужды фронта, а после войны стал слишком заметной фигурой для сталинской послевоенной кампании против безродного космополитизма. Абакумов докладывает, Михоэлс сейчас в Минске. Сталин утверждает место и форму операции. Она должна выглядеть как несчастный случай, автомобильная авария. Непосредственным исполнителем на месте назначен заместитель Абакумова генерал Сергей Огольцов. Прежде чем группа выезжает, Абакумов лично инструктирует участников операции и связывается с министром госбезопасности Белоруссии Лаврентием Цановой. Предупреждает, что приезжает группа сотрудников госбезопасности для исполнения важного правительственного решения и личного указания товарища Сталина. В такой формулировке не оставляют места для вопросов. 13 января 1948 года тело Михоэлса находят на заснеженной улице Минска. По официальной версии, он погиб под колесами грузовика. Хоронят его как крупного советского деятеля искусства с почестями, с некрологами в центральной прессе. О том, что произошло на самом деле, страна узнает только десятилетия спустя, когда откроются архивы. Это принципиально другой Абакумов, чем тот, что вел радиоигры против Абвера, и чем тот, что выбивал признание у авиационных генералов. Там контрразведчик, здесь личный исполнитель воли вождя в деле, которые даже по меркам сталинской системы держали в исключительной секретности. Именно эта готовность браться за самое грязное без вопросов и объясняет, почему Сталин так долго ему доверял. И почему, когда доверие исчезло, спасти Абакумова было уже некому. Слишком много он знал такого, о чем система предпочитала забыть. Убийство Михоэлса не осталось изолированным эпизодом. Это была первая, самая тихая фаза куда более масштабной кампании. В последующие месяцы и годы министерство Абакумова методично разбирает по кирпичикам весь еврейский антифашистский комитет, который само же курировало и поощряло всю войну, пока комитет собирал деньги и союзников за рубежом. Члены комитета один за другим оказываются под арестом по обвинению в шпионаже и национализме. От поэтов и актеров до ученых с мировым именем. Многих из них расстреляют уже после ареста самого Абакумова, но фундамент дела – аресты, первые показания, оперативная разработка – заложен именно при нем. Это тот случай, когда министр умирает, а машина, которую он завел, продолжает работать по инерции еще несколько лет. В 1949-1950 годах Абакумов становится главным исполнителем ленинградского дела. История о том, как была физически уничтожена целая плеяда молодых советских руководителей, которых прочили в преемники всей послевоенной элиты. Полностью эту трагедию с конкретными судьбами и самим ленинградским процессом мы разберем отдельным выпуском. Она заслуживает не абзаца, а полного часа. Здесь важна только личная деталь. Один из главных обвиняемых, Алексей Кузнецов, был другом Абакумова. Они дружили семьями, встречались не по службе. Но по малейшему намеку сверху Абакумов санкционировал арест.
Он же предлагал судить в Лефортовской тюрьме, без участия сторон, без права обжалования, помилования и с приведением приговора суда в исполнение немедленно. Обвинения, как выяснится позже, были полностью сфабрикованы. Друг, которого он предал ради карьеры, станет одним из пунктов обвинения на его собственном процессе. Всего через 4 года. Если в этой истории и есть симметрия, то она устроена жестоко, но по-своему справедливо. К 1951 году Абакумов – самый влиятельный силовик страны после Сталина. Настолько влиятельный, что, по воспоминаниям современников, Берия стал бояться Абакумова как огня. Человек, который когда-то поднял его наверх, теперь боится собственного выдвиженца. Сюжет, знакомый любому, кто читал шекспировские хроники о престолонаследии. Про то, что такое Менгрельское дело и почему оно было инструментом давления лично на Берию через его земляков-негрелов, вы уже знаете из нашего выпуска про самого Берию. Здесь пересказывать эту механику незачем. Важен только один факт, который в том выпуске звучал мельком. Расследование по линии госбезопасности против менгрельской сети Берии разворачивается практически одновременно с делом самого Абакумова. 11 июля 1951 года Сталин подписывает закрытое письмо Центрального комитета о неблагополучном положении в Министерстве государственной безопасности Советского Союза. На следующий день, 12 июля, Абакумова арестовывают, и один из официальных пунктов обвинения звучит так: саботаж расследования деятельности вражеской агентуры. То есть формально его обвиняют в том, что он недостаточно рьяно копал именно в сторону Грузии. Совпадение по срокам слишком плотное, чтобы быть случайным. Историки до сих пор спорят, пал ли Абакумов сам по себе из-за интриги Рюмина или стал побочной жертвой большой игры против Берии, которую тот в итоге пересидел, а его бывший протеже нет. Небольшая пауза здесь уместна, потому что дальше история идет только на обострение. Если вам интересно, как устроена система, в которой вчерашний охотник за шпионами сам становится дичью, подписывайтесь на канал «История наоборот» и ставьте лайк, чтобы не пропустить следующие выпуски. А мы возвращаемся к Абакумову. Дальше его падение. Прежде чем перейти к аресту, короткая остановка на личном. За глаза Абакумова называли «фокстротчиком». Он обожал этот танец и не упускал случая станцевать его с очередной знакомой на танцах или в ресторане, куда приходил инкогнито. По некоторым свидетельствам, именно чрезмерная тяга к танцам и женщинам, а конспиративные квартиры он использовал и для личных встреч, портила его репутацию у собственного начальства. Символом нового статуса министра стал трофейный Mercedes-Benz модели 540К, по легенде, ранее принадлежавший Гиммлеру и подаренный Абакумову после капитуляции Германии. Именно на нем он ездил на доклады к Сталину в Кремль. За год до ареста, в 1950 году, он женился на молодой сотруднице своего ведомства Антонине Смирновой, дочери эстрадного гипнотизера Арнальда, младше его на 12 лет. В мае 1951 года, за 2 месяца до ареста, она родила сына Игоря. Когда Абакумова арестовали, жену с 4-месячным сыном посадили в Сретенскую тюрьму. Игорь вырастет, станет ученым, займется разработкой технологий компьютерной психодиагностики. Отца он не запомнит вовсе. Формальный повод для ареста был куда прозаичнее большой политики. 2 марта 1951 года в тюремной камере умирает арестованный ранее профессор-кардиолог Яков Эттингер, по официальному акту от паралича сердца. До этого следователь Рюмин выжил из него признание в намеренно неправильном лечении, которое якобы привело к смерти в 1945 году секретаря Центрального комитета Александра Щербакова. 2 июля 1951 года Рюмин, заручившись поддержкой Георгия Маленкова, пишет донос лично Сталину. Министр Абакумов сознательно скрывает раскрытие сионистского заговора в министерстве и намеренно довел Эттингера до смерти в камере, чтобы его вредительская деятельность осталась нерасследованной. Донос ложится на подготовленную почву. Сталин в это время уже настроен против излишне мягкой линии собственного министра. 11 июля Политбюро принимает решение о неблагополучном положении в министерстве. 12 июля Абакумова арестовывают. Ирония судьбы почти театральная. Человека, который годами строил карьеру на чужих признаниях, добытых его же следователями,
топит донос его собственного, лично воспитанного следователя. 12 декабря 1951 года Рюмин станет заместителем министра государственной безопасности, именно на том месте, откуда несколько месяцев назад Абакумов управлял всей системой. Ученик садится в кресло учителя, предварительно отправив его в тюрьму. В особняке арестованного министра находят имущество, которое даже по меркам советской номенклатуры выглядит вызывающе. 1260 метров тканей, коллекция столового серебра, 16 мужских и 7 женских часов, 100 пар обуви, чемодан подтяжек, 65 пар запонок. Список зачитывают на заседаниях как отдельный акт обвинения. Вещественное доказательство того, что министр госбезопасности жил непосредством честного служащего. Начинаются пытки. По утверждению историка Леонида Млечина, Абакумова пытали, держали на морозе и в конце концов превратили в инвалида. По свидетельству генерал-лейтенанта Павла Судоплатова, его на 3 месяца заковали в кандалы в специальной камере, которую заключенные называли «холодильником». Судоплатов вспоминал: он продолжал полностью отрицать предъявлявшиеся ему обвинения даже под пытками. Он вел себя как настоящий мужчина с сильной волей. Абакумов был физически силен, в молодости занимался самбо, и это ему пригождается. Горькая деталь. Именно такие методы воздействия, голодом и искусственным холодом, были при нем же узаконены в практике министерства. Систему пыток, которую он выстроил для других, теперь испытывает на себе он сам. И ведут это следствие не чужие люди. Абакумова допрашивает Лев Владимирский, тот самый следователь из ближнего круга Берии, которого через 1,5 года расстреляют вместе с ним. Материалы против Абакумова фабрикует Петр Мешек, еще один человек из той же команды. Получается замкнутый круг. Абакумов, соперничавший с Берией, ломается руками людей Берии, а сами эти люди спустя 2 года окажутся точно в таком же холодильнике, на том же расстрельном списке. Тем временем мир снаружи камеры не стоит на месте. В марте 1953 года умирает Сталин. Спустя несколько месяцев расстреливают Берию, того самого человека, который когда-то дал делу Абакумова ход и теоретически мог бы его остановить, но предпочел не вмешиваться. Обвинения против самого Абакумова после этого меняются на ходу. Теперь его называют не просто фальсификатором ленинградского дела, а участником банды Берии, то есть человеком из окружения того, кто, собственно, его когда-то арестовал. Логика тут работает не юридическая, а чисто аппаратная. Новой власти нужно закрыть сразу оба фронта – и наследие Сталина, и наследие Берии. И Абакумов оказывается удобной фигурой для обоих списков одновременно. Закрытый процесс проходит в Ленинграде с 14 по 19 декабря 1954 года. Там же, где 4 годами ранее судили и расстреляли его друга Кузнецова. Абакумова обвиняют по ленинградскому делу как главного исполнителя того процесса, который он вел. Виновным себя не признает. Вместо этого произносит фразу, которую позже будут цитировать десятилетиями. «Сталин давал указания, я их исполнял». Договорить не дают. Председательствующий обрывает его и лишает слова, прежде чем он успевает произнести что-то еще о том, чьи именно это были указания. Приговор – высшая мера. Статьи 58.1б «Измена Родине», 58.7 «Вредительство», 58.8 «Террористический акт», 58.11 «Участие в контрреволюционной группе». Выносят его 19 декабря и в тот же час, не дав времени даже на прошение о помиловании, расстрел на Левашовской пустоши. Вместе с Абакумовым расстреливают еще 3: Александра Леонова, Владимира Комарова, Михаила Лихачева. И это принципиально важная деталь, которую легко пропустить, если следить только за судьбой главного героя. Это не случайные попутчики по расстрельному списку. Это его собственный аппарат, люди, которых он лично подобрал, продвинул и которым доверял вести самые грязные дела министерства. Комаров вел следствие по ленинградскому делу бок о бок с Абакумовым. Те же ночные допросы, тот же нажим на арестованных, та же формула признания царицы доказательств. Леонов и Лихачев занимали ключевые посты в следственной части, которую Абакумов выстроил после войны специально под себя,
том самом механизме, что должен был защищать государство, а на практике стал машиной для уничтожения любого, на кого укажет начальство. Когда систему в 1953-1954 годах начинают спешно зачищать от наследия сталинского террора, судят не одного человека, судит весь механизм, который вокруг себя собрал этот человек. Абакумов строил аппарат как личный инструмент власти, как продолжение самого себя. В итоге инструмент лег на плаху вместе с хозяином, целиком, до последнего винтика. Из четверых у стены в Левашово никто не пережил систему, которую они вместе строили. И это, пожалуй, самый точный итог всей его карьеры. Он создавал машину, которая в итоге перемалывала своих создателей. Так было с самим Абакумовым внутри сталинской системы. Так было и с его собственными подчиненными внутри системы, которую построил уже он. Здесь параллельная линия, которую мы вели с самой главы про Жукова, наконец сходится с основной. Рюмин, севший в кресло замминистра на костях собственного начальника, не удержался в нем и 1,5 лет. 17 марта 1953 года, меньше чем через месяц после смерти Сталина, Рюмина арестовывают. Отдает приказ Лаврентий Берия, тот самый человек, который несколькими месяцами ранее не пошевелил пальцем, чтобы спасти Абакумова, хотя формально дело последнего как раз тогда перешло в его юрисдикцию. Берия лично заинтересован в том, чтобы дело врачей, детище Рюмина, не получило дальнейшего хода. Слишком много в нем было прямых обвинений в адрес самих органов госбезопасности. Слишком легко это дело можно было развернуть в сторону новых чисток, теперь уже против бериевской команды. Рюмина останавливают тем же движением, которым он сам когда-то остановил Абакумова, доносом сверху и арестом без предупреждения. Дальше больше года следствия, почти зеркального тому, что вел сам Рюмин против своего бывшего шефа. 7 июля 1954 года ему выносят смертный приговор. 22 июля 1954 расстрел в Москве. В реабилитации отказано, как позже откажут и Абакумову. Посчитайте месяцы. Рюмин погибает в июле 1954-го, Абакумов в декабре того же года. Полгода разницы между палачом и его жертвой, оба расстреляны в один и тот же год, оба от той же системы, которая совсем недавно принимала их доносы как истину в последней инстанции. Если вам нужен образ, который лучше всего описывает советскую госбезопасность сталинской и ранней постсталинской эпохи, вот он. Не пирамида с одним человеком на вершине, а мясорубка, которая рано или поздно перемалывает даже руку, что ее крутит. Была ли реабилитация? Нет. В 1994 году военная коллегия Верховного суда России переквалифицировала действия Абакумова со статьи об измене Родине на статью 193-17-Б Советского уголовного кодекса «Воинские должностные преступления». Но наказание оставили прежним – смертную казнь. В 1997 году в связи с отменой смертной казни в России приговор частично изменили, и давно истлевшему Абакумову формально дали 25 лет лагерей. Обвинения в контрреволюционных преступлениях исключили. Но реабилитации, полного юридического признания невиновности, так и не последовало. Внучка Абакумова, Юлия Куракина, в интервью утверждает: «Дед постоянно учился, вращался в кругах творческой интеллигенции, курировал деятелей культуры и, по ее словам, нередко их защищал». В Госдуме в разные годы предлагали создать комиссию для пересмотра его дела. Спустя 70 лет дело так и не пересмотрено. Потому что реабилитировать Абакумова значит признать, система, которая его вырастила, судила и расстреляла, была преступна на каждом своем этаже, от следователя до генсека. Первый. Победитель Канариса. Палач или герой? Он поднял советскую контрразведку на недосягаемую для союзников высоту. Он же лично организовал убийство Михоэлса и уничтожил друзей по ленинградскому делу по одному намеку сверху. Второй. Кто на самом деле его убрал? Официальная версия – донос Рюмина. Но время ареста слишком точно совпадает с чисткой мингрельской сети Берии, чтобы списать это на случайность. Возможно, Абакумова стерли не столько за то, что он сделал, сколько за то, чьим человеком он был и чьим неудобным свидетелем стал. Третий. Почему не реабилитировали даже спустя 70 лет? По его делу проходили люди, осужденные за преступления, которые сфабриковал он сам. Реабилитировать Абакумова значит официально признать, что вся система,
от следователя до генерального секретаря, была построена на лжи. 19 декабря 1954 года. Левашовская пустошь. 4 человека у расстрельной стены. Один из них – Виктор Абакумов. 4 класса образования, сын чернорабочего и швеи. Победитель лучших разведок Европы. Министр госбезопасности огромной страны. Организатор убийства и жертва системы одновременно. Через 8 лет после победы его расстреляли вместе с собственным аппаратом, теми, кого он сам когда-то выбрал и приблизил. За то, что знал слишком много. Или за то, что перестал быть кому-то нужным. Левашовская пустошь до сих пор хранит эту тайну, как хранит еще 45 тысяч других. Если эта история зацепила вас так же, как нас, когда мы ее собирали, подписывайтесь на канал «История наоборот», ставьте лайк и пишите в комментариях, чей след в этой истории удивил вас больше всего – Абакумова, Рюмина или Берии. А мы уже готовим следующий выпуск.